Привет! Чем вас порадует завтрашний день? Я буду использовать 3 колоды, потому что будет развернуто и много для вас советов. Вот это 78 дверей будет на отношения, если вы в паре и если вы ищете отношения. Вторая колода, тоже 78 дверей, полная колода, будет на деньги и карьеру. И третья на отношения в семье и здоровье. Я убираю вот эти две и начинаю смотреть для вас относительно ваших отношений. Я вас приглашаю просто расслабиться, не особенно ничего не задумывать, потому что когда мы задумываем, мы очень напрягаемся, и в эзотерике надежды и страхи – это одно и то же. Поэтому расслабьтесь, подсознание узнает все, что самого хорошего нужно взять и возьмет себе. Актуально для всех, независимо от возраста или пола. Итак, здесь у нас будет на отношения, если вы в паре, и здесь на отношения, если вы ищете себе. И я сделаю подробный расклад, развернутый, будет все видно. Ну вот. Вначале для вас, если вы в паре, может быть, даже вы и поссорились, но во всяком случае кто-то у вас есть, о ком-то вы думаете, кто-то думает о вас. Смотрите, что здесь выходит. Выходит повешенный. Это очень хорошая карта для отношений, потому что она говорит, что отношения будут навсегда. Повешенный по Райдер-Вейтс-Смит, по эзотерическому таро, это очень хорошая карта, где просветление ума происходит. И ваш любимый человек поймет, что вы для него та единственная, которую он обожает. Которую он обожает. Десятка жезлов. Прекрасная карта. И здесь прежде всего идет речь о том, что будут новые возможности, чтобы добиться успеха. 10 – это новые возможности. Это когда 9 уже закончилось, 10 – это 1 опять. То есть вы начнете вновь. Если вы поругались, вы начнете вновь. И этот раз будет очень успешно. Жезлы о любви говорят о том, что есть потенциал, есть сила, есть желание у него и у вас, а значит будущее светлое. Если есть желание и у вас, и у него, будущее светлое. Смотрите, будет подарок. Подарок от него, от высших сил. Потому что здесь на этой карте 78 дверей. Идет речь о том, что когда у вас грусть, ведь идет дождь, и когда вы чувствуете, что опустились руки, и больше, по вашему мнению, ничего невозможно, не отчаивайтесь, потому что судьба вам готовит подарок. Подарок от него, скорее всего. С ним будет разговор. Это карта любви, безусловной любви и радости. Это шестерка чаш. Чаша – это всегда любовь, это всегда обожание. Это всегда, когда есть доверие, не нужно спрашивать, любит, не любит, что думает. Когда вы точно знаете в глубине своего сердца, что любит и думает о вас прекрасно, и что позвонит, приедет, и вы откроете друг другу сердце, и больше не будет сомнений ни у него относительно вас, ни у вас относительно него. Это, пожалуй, одна из тех карт, где подарки дарятся от сердца к сердцу, постоянно, не прекращаются. Это не карта прошлого, нет. Если кто-то как-то протрактовал однажды эту карту очень однобоко, и потом повторяется это все, это не значит, что значение этой карты однобокое. Шестерка чаш эзотерически – это карта, когда это только ваши отношения, от сердца к сердцу. У Райдер-Вейтс-Смит там на втором плане есть фигура, которая уходит, и это фигура стражника. Никто не имеет права держать свечу в ваших отношениях. Ни мама, ни его, ни ваша, ни сестра, ни подруга. Никто на всем белом свете не имеет права диктовать вам, как поступать. Это все в тайне, это все между вами двумя. И между вами двумя будет только радость, взаимопонимание, мир и любовь. Возьмите эту карту как оберег себе, она принесет вам удачу. Сейчас я посмотрю для тех, кто ищет себе пару. Вы смотрите, вы звезда. Это карта The Chariot. Я специально говорю по-английски, поскольку канал сразу открывается. Да? Райдер-Вейтс-Смит, те, на основании которых сделаны все другие карты, это были люди на этом языке, они говорили. Поэтому карта сразу открывается. Но это карта колесница. Но 78 дверей еще дает дополнительное
такое значение, где вы звезда, вы видите, да, и все вами восхищаются, дарят цветы. Вообще-то Чариот – это карта скорости. Очень-очень скоро он вас найдет. Очень-очень скоро. Когда вы себе покажете миру, многие увидят вас и скажут: только с ней хотим быть, она замечательная. Ну или наоборот, если вы мужчина. Это карта популярности. У вас будет популярность среди мужчин. Вам просто не нужно себя прятать у себя в доме. Еще один старший аркан – это императрица или императрица, как я говорю, от слова империя, что у вас целая империя. Я тогда такие вещи говорю, я же заговариваю это все для вас на успех, да? Империя-атрица или императрица. Но вы его женщина, он ищет себе именно такую, как вы. Эти две карты старших арканов открывают небо для вас, небо для любви. Для любви и, смотрите, а это сам рыцарь чаш собственной персоной. Рыцарь – это всегда вестники, это всегда профессионалы. Он как профессионал, как ищейка будет вас искать. И вы тоже профессионалом должны быть в поиске. Не забывайте мое кредо, которое я не раз рассказываю на своих видео, что если вы ищете пару, весь магазин – это как магический обувный магазин. И вы ищете себе обувь по размеру и по предпочтению. Если вы так будете относиться к этому, нет никаких сомнений, даже на какую-то йоту, что вы не найдете. Вы обязательно найдете. Посмотрите, какие карты. Найдете скоро. Колесница. Будете популярны скоро. Будете довольны своим положением, императрица. И рыцарь на белом коне собственной персоной, который пройдет огонь, и медные трубы. Карты вышли сами, и их две. Хотя я хотела одну, но их оказалось две. Итак, карта Луна. Некоторые девочки сейчас сказали: ну да. Ну вот, для вас, кто не верит в предсказания, подтверждение моих слов, карты гадают, карта ожидания. Здесь Луна именно как ожидание, что все прояснится и ваши желания сбудутся. А также шестерка пентаклей. А это, смотрите, какой ясный, светлый подарок вам. Именно в тот момент, когда вам грустно и вы одни, и вы думаете: хотела бы скрасить свою жизнь отношениями, хотела бы иметь кого-то еще у себя в жизни. Вам подарок. И подарок это вот как Easter Bunny, как на как на Пасху, да? То есть светлый подарок. Мужчина придет в вашу жизнь и сделает вашу жизнь прекрасной, потому что вы сделаете его жизнь прекрасной. И путем того, что вы свои сердца сложите и будете жить для того, чтобы между вами была любовь, вы будете счастливы. А вот эта любовь, которая возникает между любящими сердцами, и есть ангел любви. Это то, что будет у вас. Я восхищаюсь этим раскладом. 3 старших арканов вам предвещают скорую встречу с рыцарем на белом коне, который будет дарить вам подарки. Какая прелесть, невозможно, да, оторваться. Хоть и мне нужно идти дальше. Расклад нужно смотреть весь, чтобы он сбылся, естественно, так, знаете, галопом по Европам невозможно, поскольку мои предсказания, они магические, а магии спешить нельзя. Вы же не приходите в церковь и не говорите: батюшки, давай скорее, обедню, да, у меня только 2 минуты есть, ты так быстренько, я так бегом, я такой олигарх, я бегом причастие приму. Вообще часто, кто приходит на предсказания, такие олигархи, которые хотят за 2 минуты вот это все и дальше побежали. Девочки, мальчики, остановитесь на минуту, остановись мгновение, когда выходит императрица, да, остановись мгновение, да будет так, пусть сбудется все. Для этого нужно смотреть, конечно, все предсказания. У меня здесь не шутки, я шутки не шучу, я не ругаюсь матом, не швыряю карты на стол, как будто я в них играю, да, и такого всего у меня нет. У меня это священное действие. Итак, на карьеру и на денежки. Ловись, рыбка, большая, маленькая, на денежки. На карьеру и на денежки. Как будет идти у вас карьера? Сейчас, видимо, не очень идет. А будет ли просвет? Будет ли просвет? Ну, конечно, вам просто нужно расслабиться. Это карта шута. Двери-то откроются, когда вы знаете, что все, что вы себе нарисуете вот в этом раскладе,
Это некоторые скажут фантазии, но это не так. Двери откроются. Посмотрите, какая карта вышла, 8 жезлов. А это когда по земному притяжению все идет к цели. Когда все идет так сильно к цели, что ничего просто не может помешать этому. Ну, 4 чаш, полное довольство. Вы будете в шоколаде. Так принято теперь говорить, да? Вы будете в шоколаде. 4 чаш вышла. То есть у вас будет все, что нужно. Карьера будет идти прекрасно. Вот видите, вы здесь в полном довольстве. Будете на месте своем очень твердо сидеть, да, никто вас с места не сбросит. Если был конфликт, он уйдет. Если был какой-то тяжелый момент, он уйдет. Денег, конечно, может быть больше, но мы посмотрим. Но главное, что дела будут идти. Вот этот расклад говорит, дела будут идти. Было плохо, станет прекрасно. Дела будут идти. Но 8 жезлов – это исполнение мечты. Это когда все идет к цели. Все ключи нужные, все ключики вы подберете к нужным людям, к нужным обстоятельствам, чтобы карьера пошла. Девочки и мальчики, кто здесь ищет работу по 8 жезлов, это 8 предприятий будет, которые захотят вас нанять. Ну, все зависит, с каким лицом вы будете идти на интервью, да? Если с таким лицом, что я незаменимый работник в этом предприятии, вот как Шут себя ведет, естественно, вы получите это место. И будете очень довольны своей позицией, и будете довольны своими обстоятельствами, поскольку 4 чаш – это полный благополучный исход ваших событий, полный благополучный исход вашей проблемы, полный причем. Сейчас я здесь посмотрю. Денежки, денежки. Королева Пентаклей. Королева Пентаклей. О чем может быть разговор? Это много денежек. Смотрите, что здесь на этой карте. Я ее вам сейчас увеличу. И вы возьмете как оберег для себя. Это много денег. Вы будете еще довольны. И есть какие-то помощники, видите, в образе этих гномиков. Есть помощники, которые услышали вашу молитву, просьбу. Это может быть ангелы, ангелы денег. Ангелы денег. У вас будет очень много денег, вы будете очень довольны. Это очень хорошая карта. Как добиться этого? Как этого достичь? Смотрим, как этого достичь. Рождается какая-то идея новая. Рождается новая идея, которая принесет денежки. Рождается новая идея. Мечты, ваши мечты. Вот знаете, кто-то скажет иллюзии, а вот именно в этом сочетании эти 3 карты, это карта мир, опять старший аркан, это карта мир. Рождаются ваши мечты. Королева Пентаклей, мир, и 7 чаш здесь преображается. Знаете, помните, как Христос, он зашел на гору со своими 3 учениками и там преобразился? То есть они увидели его в новом свете. Ведь эти все вещи, да, Библия и другие священные книги, они же для простых людей. Чтобы мы это все переделывали в нашу современность. Это все святоши, знаете, которые нам там морали читают. Но это тоже хорошо, но это не все. Это всего лишь каких-то 5-10% нашей жизни. А остальное, вот все вот это священное переносить нужно на земной язык. Угу. Преобразился Христос там. И точно так же преобразятся ваши фантазии в мечту, а потом в реальность. Потому что 7 чаш только так читается. Вместе с королевой Пентаклей, конечно, и картой мир. Что все ваши мечты и фантазии преобразятся в успех. И так это будет. И так это будет обязательно. Какой-то совет, может быть, вам дается. Еще одна карта старшего аркана, и это Temperance, или умеренность по-русски, да, это карта Temperance. Замечательно. А ведь умеренность – это карта алхимика. Это одна из самых священных карт. Вообще в старших арканах все 22 карты, они священные, да. Они священные именно тем, что архетипично помогают нам добиться успеха, помогают нам найти тот свет земной, который приведет нас к счастью. Да? Каждая из этих карт своим образом, своим путем. Некоторые из них как лекарство, как горькая пилюля, которая может помочь увидеть, что не так, чтобы прийти к свету. Например, такие карты, как башня и так далее. Но в данном раскладе нет таких карт. Здесь мир и умеренность. Умеренность – это когда мы берем все, чего есть полно на этой земле, свинец или землю,
и превращаем это в золото. Это то, что делали алхимики, психологически и философски. Искали философский камень. А философский камень – это камень вечной жизни и вечного счастья. И именно это происходит на карте умеренности. Там перед вами сам архангел Михаил. И у него прямо между глаз, там на лбу, знак солнца. А солнце – это успех. Девочки, я вам читаю классическое Rider-Waite, и 78 дверей, они просто помогают, да, дают еще больше флейвор. Потому что все другие колоды современные, коих есть тысячи, они реплики Rider-Waite-Smith. Не Таро то-то, заметьте, а именно Rider-Waite-Smith реплики. Поэтому я использую, конечно, здесь две колоды. Когда я выкладываю карты, открываются два канала. Один канал – это, естественно, Rider-Waite-Smith Таро, и второй канал – это то Таро, которое репликой является. То есть в данном случае 78 дверей. И здесь Темпранс говорит, что сейчас настают такие времена, когда вы уверенно идете по дороге успеха. Темпранс – это когда мы точно знаем, мы так тонко чувствуем и думаем, солнце в голове, да, у архангела Михаила, солнце, а это мысли очень умные. И ноги, одна нога на воде, а другая на суше. То есть мы так тонко чувствуем кожей своей и так тонко умеем думать, логически все просчитывать, что то, что в руках у архангела Михаила, это две чаши, и переливается вода, а это смысл и течение нашей жизни в правильное русло. Такой сильный контроль, что под земным притяжением вода не рухнет вниз, она переливается из одной чаши в другую, несмотря что чаши практически горизонтально находятся по отношению друг к другу. Это все очень поэтично, но если все перевести на земной язык, так теперь такое время, когда все, что вы будете делать ногами или руками, то есть ногами, скорее всего, то, куда вы будете идти, а руками то, что вы будете делать, и головой то, что вы будете думать, это как самая лучшая пентаграмма в лучшем ее проявлении, да? Все будет приводить вас к денежкам. Я так рада видеть такой расклад, что увлеклась и ударилась в поэтику. Но вот, если вы что-то пропустили, пожалуйста, перекрутите назад и послушайте еще раз, а я движусь дальше. И опять же, расклад нужно смотреть весь. Это не выбери вариант, а это на сферы жизни. И каждый человек, включая меня, потому что я считаю поток для всех, услышит то, что нужно услышать, чтобы стать счастливее. Такая задача Вселенной для нас, людей. Итак, это было на денежки и на карьеру. Убираем все. Расклады должны быть закончены, чтобы они начинали сбываться. И вынимаем еще одну колоду. И эта колода нам покажет семья и самочувствие. Семья и самочувствие. Семья, самочувствие. Семья – это дети, родители, ваша недвижимость. Вот это все, знаете, такое материальное. Все думают, что семья – это что-то чудотворное. Вообще материальное есть чудотворное. Так, современная духовность, она именно об этом. Очень интересно, да, когда в век минимализма нам, кроме компьютера, в принципе, и еды больше ничего не нужно людям, да. В этот век материальное – это духовное, здорово. Ну что ж, смотрите, 9 чаш. А это исполнение мечты. О чем вы сейчас мечтаете относительно вашей семьи? Еще одни чаши. Это все избудется у вас. 3 чаш. Может, у кого-то какой-то праздник, какая-то годовщина или, как graduation сказать, кто-то выпускается из учебного заведения, может быть, уже последний год доучивается. Какой-то праздник, еще одни чаши. Вообще, я иногда слышу, что эту карту читают негативно. Даже обидно за карты. Бедные Таро, чего они только не выдерживают от людей. Это 8 чаш, это необыкновенная карта. Здесь, когда все предыдущие дела в прошлом вы завершили. 5 и 3 – это полные завершенные номера. По нумерологии вы завершили все дела, вы организовали свои мысли, чувства и движетесь дальше. Это карта о том, что прошлое наше прошлое. Вот здесь секрет, как стоят эти чаши. Заметьте, это не так на 5 чаш, там кровь разлита такая желчь, да, или желчь, нужно сказать, точно
точно не помню. Сейчас не помню, потому что иногда меня спрашивают, почему вы так говорите. Я в потоке, я не вспоминаю красивый русский язык. И вообще есть книжный язык, а есть разговорный. И кто не понимает разницы, так что я могу сделать? Ну вот забыла, как желчь или желчь, не помню точно. Так вот, на этой карте все наоборот, все очень организовано. И если мы возвращаемся в прошлое, иногда мы делаем это, и даже иногда довольно часто, это такой полутранс, очень приятный для нас, где мы идем в прошлое просто для информации и смотрим на прошлое эмоционально холодно, понимаете, а лишь только вспоминаем без эмоций, а действия вспоминаем, какие были. Это очень полезно, действия без эмоций. Если мы идем в прошлое эмоционально, мы себе вредим очень сильно. Так вот, на этой карте прошлое организовано, эмоций больше нет. Больше нет эмоций. И человек, это вы, отправляетесь дальше по жизни. Это может быть переезд на новую квартиру, это может быть переезд в новый дом, это может быть продажа дома очень успешная, это может быть решение каких-то судебных дел очень успешных, это может быть что-то хорошее касательно семьи, может быть дети выйдут из дома и уже наконец вы разделитесь, а вообще семья крепкая, когда все члены семьи в правильном положении, да, то есть нет такого, что на куче все живут, даже самые любящие друг друга люди в семье, когда живут на куче, они несчастны. Это туз чаш, ура! Это новая любовь. Для кого-то это новая любовь, которая войдет в вашу семью. Может быть, дочь или сын познакомит вас со своими любимыми. Будьте аккуратны, не навредите, примите человека с радостью, потому что вы на самом деле делаете это для своих детей. Да? Если вы принимаете кого-то с критикой, это только усиливает их отношения, причем искусственно. Нужно просто быть лояльным и знать, что если это выбор ваших детей, это для них в данный момент, именно заметьте, в данный момент, это для них в данный момент правильный выбор. А еще эта карта означает, может быть, вас. Может быть, вы представите своим детям вашего избранника, независимо от возраста ваших детей. Вы не имеете избранника ради детей. И не нужно искать папу своему ребенку. Этого никогда не произойдет, потому что мужчина не может вообще любить, кстати, ребенка так как мать. Никак не может, даже родного. Но не зря же там, вот кто из них, я забыла кто, Авраам, по-моему, он убивал своего сына. Да, мать бы не сделала этого, да, а он, окей, Бог, если ты хочешь наш вот сына, нет проблем. Исаака, да, он убивал. Ничего страшного, я это могу сделать ради тебя. Так тебя Бог люблю, что сына могу убить. Мать бы в жизни так не делала, да. Там другое из Писаний, когда Соломон судил двух женщин. И та женщина, которая была действительно, это ее ребенок. Помните? Она сказала, да, не нужно все, пусть ее будет, лишь бы только его, вот у меня мороз по коже сейчас идет. Потому что только не убивайте его, пусть она забирает. То есть, другими словами, материнская любовь на земле – это любовь без кондиций, безусловная. И мы, мамочки, должны знать, что она только действует хотя бы до 7 лет, не больше. После 7 лет это уже аномалия, когда мать продолжает любить так своего ребенка, да, она его должна отпустить. Она его может любить точно так же, без кондиций, только издалека. И я эту карту читаю для тех, кто хочет представить своим детям ваших новых супругов. И не бойтесь, примет ваш ребенок его или нет, это не в этом дело. Ребенок может не принять от другого человека назло вам. Потому что ребенок, вообще его функция, она очень эгоистична. Это нормально. Это очень даже нормально, когда ребенок эгоист. Но если он взрослый уже, он, конечно, должен меньше и меньше быть эгоистом, но вот так. Кто должен был меня услышать, тот обязательно услышал. Вы видите на этом замечательном раскладе только чаши. И это расклад на семью, отношения в семье, недвижимость. Я здесь вижу новый дом для многих, новая мебель, новое устройство дома, чисто материальное, что-то красивое будет в доме. Сделайте свой дом красивый. Я часто делаю свой дом красивый, не покупая ничего. Я ненавижу новые вещи. В смысле, в каком смысле? Но это забирает много сил пойти найти, и сейчас качество уже не то, что раньше было, это то. И тоже, знаете, это мишура все. Потому что мишура все, чисто духовно, мишура полная.
Не то, что у меня нет средств на новую мебель, нет, и просто не нужна она мне совершенно, понимаете? Я лучше потрачу свои средства на путешествие, на какое-то прекрасное время с семьей, да, где-нибудь вместе сходить куда-нибудь, но не на мебель. Но это хозяин-барин. Если для вас мебель, вы, может быть, здесь новую мебель купите. Но вообще для новых пар, кто только создает свое гнездышко, ну вы же должны что-то купить, я понимаю. Просто мое гнездышко уже давно создано. И вот так. С возрастом ты понимаешь, что чем меньше, тем лучше, да. Но, во всяком случае, я здесь вижу что-то новенькое. Смотрите, потому что вы любите свою семью, любите свой дом. А если не любите, будете любить. Что-то сделайте так, что ваш дом станет для вас привлекательным. Или что-то сделайте так, что ваша семья станет для вас любимой. Это очень хорошая карта. Тройка чаш – это любовь, взаимопонимание, праздники. 9 чаш – это исполнение вообще всех желаний, и вы просто здесь очень довольны положением. 8 – это перемены в лучшую сторону, 8 чаш, чаши вышли. И туз чаш, конечно, это новое что-то, это новая любовь. Это прекрасно. И это тоже мир. Здесь голубь и, видите, причастие. Кстати, нужно знать, что христианство все взяло от эзотерики. Все буквально, каждый символ. И потом они обвинили эзотерику, что это грех. Это очень некрасиво с их стороны было. Это было 2000 лет назад, и мы должны знать, что все, что сейчас нам они диктуют, это просто ханжество. Ханжество. Такое слово давно не говорила. Ханжество называется. Потому что вот причастие – это и есть человек. Понимаете, эзотерический человек – это крест. Это астрология человека, это крест. Так, кстати, натальная карта, вы видите, да? Крест – это символ человека древний, которому 5000 лет, а может и больше даже. Человек в горизонтальном состоянии, когда он отдыхает, и в вертикальном, когда он ходит, действует. Вот это и все, и не нужно там усложнять. Так что вы как человек будете счастливы и будете находить мир с людьми. Голубь, конечно, это символ мира. Девочки, мальчики, тот, кто думает, что я много говорю, вы не правы, потому что я все говорю по делу. Я очень стараюсь для вас. Я же не говорю это просто так, это не меркантильный разговор, а я это делаю для вас, стараюсь. Девочки, мальчики, на здоровье. Карта серьезная вышла, как вы видите, и она предполагает изменить образ жизни и образ мыслей. Да, изменить это все, потому что это трансформация, так называемая. Слово трансформация, оно немного такое, знаете, избитое. Я его сейчас просто в эзотерическом плане вам объясню. И речь идет о том, что действительно нужен переход. Переход на новый уровень мысли и переход на новый уровень действий относительно вашей диеты. Ни в коем случае нельзя вам себе вредить. Контролировать мы можем только себя. Смотрите, у кого-то, может быть, сосуды уже сдают позиции. И эта карта, конечно, паж, прежде всего, это, знаете, когда вы как молодой человек ходите в бассейн, в спортзал, вы поняли меня, на прогулки, двигаетесь больше. Смотрите, еще один старший аркан. Здорово. Это король, а король человек, который знает, что он делает. Так что берите ноги в руки и свое здоровье. Это самое главное, здоровье, да. Без здоровья ни денег, ничего не нужно человеку, это понятно. Поэтому здесь трансформация вашего поведения. И только вы можете поменять свое поведение, никто другой не может это сделать. Я к себе тоже сама обращаюсь. Только я могу поднять свою задницу и начинать двигаться. Никто не поднимет мою задницу. А если кто-то и поднимет меня на руки, например, мой любимый мужчина, что он любит это делать, но это в любом случае меня не укрепит. Абсолютно, мне это бесполезно совершенно. То есть возьмите руки в ноги, или наоборот, ноги в руки, а я возьму свою задницу, подниму ее, и вам советую тоже, если вы не против, что я так говорю. Но если против, не обижайтесь, это может к вам и не относиться. Вы же хозяин-барин, вы выбираете, что к вам относится, а что нет. Двигайтесь, начинайте жестко двигаться, потому что мечи – это что-то жесткая диета. Жесткая диета без
без поблажек. Ну, я знаю, многие не хотят это слышать. Но смотрите, что вышло, да? Мечи – это жесткое. Меньше поблажек. И мы знаем то, что мы делаем для себя поблажки, то, что нам вредит. У каждого свои поблажки. И вы, пожалуйста, смотрите и делайте соответственный выбор и вывод. Поменьше поблажек, побольше дисциплины. И еще такое понятие управлять собой. Ну вот смотрите, мы все хотим управлять другими обстоятельствами, естественно. Но мы забываем, что мы с собой управляем плохо, да? А в принципе мы даны себе только для того, чтобы управлять собой. И только те люди, которые собой управляют идеально, могут управлять другими и обстоятельствами. Давайте скажем, что начнем, давайте с себя, да? Начнем с себя, управление собой прежде всего. И здесь лучшая диета, дисциплина ума, не погружаться в саможалость, потому что состояние жертвы, оно ущербно, и оно ведет только к плохому. Убирать состояние жертвы, если это возможно. Но если невозможно, смотрите мои расклады. Все, кто смотрит мои расклады, выходят из состояния жертвы. Все, кто смотрит мои расклады, начинают управлять своей жизнью. Наверное, моей тоже, не знаю. Не зря же я говорю. То, что сказала, то сказала. Почему сказала, подумаю после расклада. Потому что я, когда делаю расклад, я не говорю ни слова от себя. Я просто в потоке. То, что идет, то и говорю. Начинайте управлять своей жизнью, и именно мои расклады вас вытащат. Кто-то спрашивал, можно ли смотреть каждый день. Ну, как вы думаете? Это магическая мотивация, мои расклады, да? Магическая мотивация. Поэтому каждый день не просто нужно смотреть. И я вам всем желаю счастья. Сейчас буду заканчивать, но не уходите, пожалуйста, потому что сборы расклада – это священное действие, на котором должны присутствовать все, кто хотел бы, чтобы сбылось. Я благодарю от сердца за донаты. Большое вам огромнейшее спасибо, кто берет время и несколько долларов и посылает мне на моем сайте. Переход на сайт, кстати, есть под каждым видео, kolenatarot.com. Можно там послать донат. Сайт надежный, 100%. Это как интернет-магазины, eBay и так далее, да? Очень надежный. И я в жизни вам не пришлю никаких уведомлений, никого никогда не баг, вы знаете это все. И там же можно получить от меня в благодарность вам эксклюзивный просмотр. Огромнейшее вам спасибо, кто заботится об этом, потому что я всю энергию трачу на общих раскладах, и таким образом энергия, конечно, поправляется, денежка помогает этому, естественно. Я также благодарю вас за лайки, кто не может послать донат. Не волнуйтесь, пожалуйста, об этом. Я абсолютно ничего не прошу, не вымогаю. Наоборот. И мне просто нужно сказать это. Я благодарна людям, кто посылает донаты. И только здесь я могу об этом сказать. Да? Также благодарю вас за лайки, дорогие, кто не может послать донат. Огромнейшее вам спасибо за лайки, за то, что делитесь моими видео, за то, что пишете комментарий на комментарий. Это очень все здорово, интересно. Я читаю это с удовольствием. Всех благодарю вас, желаю вам счастья, и карты вам счастье мои предсказывают всегда. И жду вас на моих следующих видео. Кстати, кто не подписан, девочки и мальчики, так работает эзотерическая дружба. Я к вам пришла, потому что верой и правдой делаю для вас видео, а вы ко мне приходите, если подписаны. Подписка – это именно прийти к эзотерику, да? Так что подписывайтесь, здесь очень хорошо, интересно, познавательно, помогает вам жить лучше, а также скрашивает ваш досуг. Вместо того, чтобы идти к холодильнику или к бутылке, предсказание – это великолепный досуг, потому что здесь все о вас, это не просто так. Ну что ж, увидимся на моем следующем видео. Всем добра. Пока.